Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания Агрожило. Мы представители завода КВД, который производит инжекторную технику для внесения жидких азотных удобрений путем инъекции. Сегодня мы находимся в Херсонской области, Генический район. На данном поле вносили удобрения с помощью технологии Култан. Здесь вносился конкретно КАЗ. Поле под орошением, но угол поля у нас без орошения. Сегодня 10 июня 2020 года. Сегодня мы будем сравнивать не поле с орошением и классический метод без орошения, да, классический метод внесения удобрений. Мы сегодня сравним, на углу поля у нас получается нет уже орошения, но было внесено с помощью технологии Култан. Мы сейчас взлетим квадрокоптером, посмотрим, как отличается визуально орошение и без орошения. И также мы поедем на поле, где работали опрыскивателем, таким же КАСом, то есть более классический метод внесения азотных удобрений. Посчитаем, сколько у нас колосьев на гектаре на том участке, где нет орошения и вносилось по технологии Култан. И там, где по классическому методу, аналогично посчитаем, для того, чтобы понимать, какая разница в урожайности у нас будет. Так что, дорогие друзья, поехали! Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся на поле, там, где вносилось удобрение путем опрыскивателя. Скажем так, традиционным методом вносился КАС. Здесь, конечно, разница видна уже в развитии самого растения, там, где есть орошение, там, где нет орошения. Но напоминаю, что мы будем сравнивать технологию Култан и традиционный метод на обеих участках, там, где нет орошения. Предлагаю здесь сейчас посчитать количество колосьев на гектаре и тем самым понимать, какая максимально приблизительная урожайность у нас будет на данном поле. Берем наш метр, прикладываем к любому рядку. Сейчас я выберу место там, где нет у нас просевов и так далее. Ну, допустим, здесь 4,85, 86, 87, 88, 89, 90. Итак, дорогие друзья, здесь у нас на одном погонном метре получается 90 растений. Междурядье у нас, сейчас мы его померяем. Междурядье у нас 19 сантиметров. Итак, дорогие друзья, у нас на погонном метре 90 растений, междурядье у нас 19, да? Мы высчитываем коэффициент междурядья. 1 разделить на 0,19. Получаем коэффициент 5,26, умножаем на 90 и умножаем на 10 тысяч, то есть на гектар, на 10 тысяч квадратных метров, то есть на гектар. У нас цифра получается 4 миллиона 736 растений. Да? Исходя из этих данных, можно сказать о том, что на данном участке ориентировочная урожайность, если мы берем один колос 1 грамм, 47 центнер. Но немного я не соглашусь с этим мнением, потому что мы не можем взять этот колос за 1 грамм. Я не думаю, что он будет 1 грамм. Колосья очень маленькие, потому как здесь Херсонская область, Генический район, было просто катастрофически мало осадков. Там первые дожди, зимы в принципе здесь никогда не бывает, мерзлоталово и так далее. Вот. Дожди первые пошли только вот в мае, она более-менее начала отходить, да. Но тем не менее здесь очень мало осадков для этого региона. И вообще, в принципе, в этом регионе всегда очень мало осадков, если сравнивать там с другими регионами Украины. Это юг страны, поэтому так и есть. Я думаю, что здесь колос будет весить в среднем 0,7-0,8 грамма, то есть не больше. Я вам сейчас покажу, какие они. Мы даже сорвем несколько колосьев и переедем на тот участок, там, где мы обрабатывали технологию Култан, но без орошения. И посмотрим разницу в колосьях. Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся на том участке поля, там, где мы обрабатывали по технологии Култан, да, и там, где нет орошения. Я взял колосья с традиционного поля, там, где вносили опрыскивателем КАС. Вот уже видно, невооруженным глазом видно о том, что колос очень сильно отличается от традиционного метода. Не знаю, видно вам или нет, какая разница. Давайте я ближе подойду сейчас и покажу, какая разница. Вот в этой руке я держу, в левой руке от вас с правой стороны я держу с поля
там где вносилось удобрение по традиционному методу. И вот я только что сорвал с поля, там где вносилось по технологии Култан путем инъекции удобрения. Тот же самый каст, та же самая культура, тот же самый сорт. Видите, разница какая. Еще раз напоминаю, что здесь, на этом участке, это получается угол поля, здесь нет орошения. То есть видно, что по высоте пшеница, она примерно такая же, как на классической, не такая высокая, там где есть орошение. Но тем не менее, вот по колосу мы видим разницу. Я думаю, что разница большая. То, о чем я говорил, о том, что этот колос не будет весить 1 грамм, он будет намного меньше весить. А у этого колоса есть шансы весить 1 грамм. Давайте сейчас посчитаем колосья на 1 гектаре, ну и сравним результаты с полем, там, где вносилось удобрение по традиционному методу внесения. Итак, у нас с собой рулетка. Берем метр, прикладываем на любой рядок, допустим здесь, чтобы далеко не ходить. Вот. И посчитаем количество колосьев на 1 погонном метре. И далее мы пересчитаем, сколько у нас количество колосьев на 1 гектаре. И можем от этого отталкиваться, какая будет ориентировочная урожайность на данном поле с технологией Култан. Итак, приступим. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Итак, дорогие друзья, 97 растений у нас на 1 погонном метре. Здесь междурядье, я думаю, это тоже одной и той же силой сеялось. 19, да, все верно. 97 растений. Сейчас мы посчитаем. Мы получили 5 миллионов 105 тысяч растений. То есть, можно сказать о том, что здесь ориентировочная урожайность 51 центнер. То есть, почему я хочу сказать о том, что здесь действительно с 5 миллионов можно взять 50 центнер, да? Потому как здесь колос, ну, явно лучше выглядит, да? У него больше рядов, он больше налит с технологией Култан, нежели на традиционном методе внесения, там где мы были, там где вносилось путем опрыскивателя. Здесь у этого колоса есть все шансы быть в рамках 1 грамма в одном колосе. В Херсонской области мы уже закончили. Всем спасибо, всем пока, с вами был Олег Савин. Всем очень хороших урожаев.